Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Applied Energetics 2. В прошлых гайдах я уже показывал, как сделать автокрафт. Если забыли, не помните, рекомендую посмотреть предыдущие видео. Я показал, как делать крафты, когда вам, например, нужно скрафтить что-то подобное, как вы крафтите обычно на верстаке. К примеру, не знаю, из досок палки или типа того. Однако в процессе крафта каких-то более сложных предметов вам иногда необходимо обрабатывать ресурсы. Например, взять руду, подробить, или там уголь превратить в порошок, да, если вы, например, используете мод Industrial Craft 2. Как же быть в этой ситуации? На самом деле, Applied Energetics 2 позволяет автоматизировать в том числе и такие крафты. Для этого вам потребуется, давайте, например, возьмем уголь. Так, у меня есть запас угля. Значит, что для этого нужно? Во-первых, нам необходим терминал шаблонов. Нужно переключить его в режим обработки. Это создание, обработка. Это может быть кривой, конечно, перевод. Но здесь понятно будет по такой печке. То есть это некий механизм. Да? То есть это может быть из ванила, например, печка. Это может быть из других модов какой-то механизм. Например, Industrial Craft, Ender.io, BuildCraft, какой угодно. Главное, чтобы у этого механизма был какой-то интерфейс, он мог принимать предметы и отдавать. Значит, соответственно, выкладываем просто крафт. В данном случае это просто уголь. И, допустим, я получаю порошок, вам заранее нужно будет скрафтить. У меня он уже записан, поэтому можно взять для примера. Я сейчас прям скрафчу. И просто покажу, как создать этот шаблон правильно. Так, он сейчас появится у меня. Хоп. Таким образом выкладываем, то есть то, из чего мы делаем материал, и то, что мы получаем, исходный продукт. Далее записываем, получаем такой кодированный шаблон. Если Shift зажимать, можно увидеть, что он себя представляет. Он и подписан еще, делает угольную пыль из одного угля. Дальше, направляемся мы к механизму, собственно, с помощью которого мы хотим обрабатывать ресурс. У меня здесь целая куча ресурсов. Пардон. Так, где-то здесь у меня печки были. Пожалуйста, у меня электропечки. И мой интерфейс. Мой интерфейс можно, соответственно, в виде блока, а можно в виде такой панельки. То есть на ваш выбор. Ставите. У меня сразу к двум электропечкам подстановка идет. И здесь у меня уже записаны крафты. Пожалуйста, у меня, например, из древесного угля делается точнее из дуба делается древесный уголь. Так, здесь у меня дробилки. В дробилках, соответственно, у меня происходит как раз крафт угольной пыли. То есть берем, в мой интерфейс кладем, и нам еще остается потом шину импорта подключить, по идее, к любой стороне. Либо к той стороне, из которой у нас механизм может отдавать ресурсы. Подсоединяем, и все, пожалуйста. То есть мы можем сделать заказ, например, угольной пыли. Давайте угольная пыль. И сейчас понаблюдаем, как у нас идет автоматическая поставка угля, его производство. А с помощью шины импорта, я сюда шину ускорения подключил, чтобы быстрее выкачка шла. У нас передается в мой интерфейс. Не обязательно никаких там ускорителей ставить, здесь их и даже нет. Здесь только слоты, соответственно, для этих шаблонов. Либо какие-то предметы здесь тоже можно подавать. Пожалуйста. Все производится автоматически и забирается в систему. Еще удобная штука. Соответственно, можно с помощью моего интерфейса подавать, а можно также с помощью шины экспорта. То есть, если у вас, допустим, какой-то ресурс, у меня, например, автоматически жарится говядина. То есть, у меня с мобофермы поступает говядина, она мне в сыром виде вообще никак не нужна. И я сразу с помощью шины экспорта, она шина экспорта, я передаю в электропечку эту говядину. А с помощью шины импорта также я забираю.
Все, и у меня просто автоматически сразу, как говядина в системе появляется, сырая, она жарится и забирается в систему обратно. Пожалуйста. Еще, как вы заметили, у меня здесь вот мой интерфейс подключен сразу к двум приборам, к двум механизмам. Это не случайно. С помощью такой штуки интересной, как блок обработки создания. Вот он у меня здесь воткнут. Он подсоединяется к монитору создания у меня и, собственно, самое главное, к такому вот хранилищу создания. То есть, по сути, это некий процессор нашей системы. Если мы подсоединяем такие вот блоки обработки создания, мы можем одновременно крафт распределять в 2 и более механизмов. Ну, здесь у меня не распределяется, не знаю, это или баг, или просто так получилось, но обычно вот эти крафты, если их много заказываешь, и у вас в системе подключены блоки обработки создания, крафт распределяется сразу по нескольким механизмам. Вот, то есть он, по идее, обычно сюда идет и в другой механизм. Вот. Так, далее, что еще хотел показать. Вот, как видите, у меня, соответственно, также вот это подключается, например, к сборщикам нейтрония из Аваритии. То есть шины экспорта, импорта и интерфейс. Мой интерфейс может подсоединяться вообще практически к любым модам. Вот у меня тут Ender.io, такая же вот автоматизация с помощью моего интерфейса. Вот здесь у меня Thermal Expansion, тоже пожалуйста. Но Thermal Expansion немножко замороченный в плане того, что здесь нужно настраивать, соответственно, стороны на выход, на вход. Вот. Так, еще полезно в Applied Energetics знать такую штуку, как беспроводной терминал. Здесь у меня уже немного усовершенствованный. Вот, он, соответственно, включает в себя и терминал для обычных предметов, и для эссенции. Вот, переключаюсь. Ну, про терминал эссенции, эссенцию это расскажу в следующем видео, когда буду говорить про аддон Atomic Energetics. Вот. Собственно, как вообще вот этот терминал беспроводной подключить к моей системе. Для этого необходима будет беспроводная точка доступа, подключаем ее к любому кабелю или к какому-нибудь прибору из Applied Energetics. И сюда можно еще положить беспроводные усилители. Они усиливают радиус действия, то есть насколько далеко вы сможете пользоваться, соответственно, беспроводным терминалом. Ну а дальше просто подключаетесь. Еще необходимым элементом является терминал безопасности. Сюда такие вот биометрические карты вкладываем. Вот здесь вот моя лежит. То есть кладем карту, там можем настраивать доступы какие там, да, кто может. Вот мои, соответственно, друзья здесь. И у них доступы. Ставим, потом кладем сюда сам терминал, прогоняем его, и он у нас, получается, может подключаться к системе. Вот. Вот, пожалуй, основные фишки Applied Energetics я рассказал. В дальнейших видео я еще кое-какие пояснения сделаю. Если что-то еще интересно, пишите в комментариях, я постараюсь как-нибудь рассказать.